Здравствуйте, уважаемый любитель шитья! По вашим многочисленным просьбам наш клуб приготовил для вас урок, как закрыть шов горловины в трикотажном изделии. Урок проведет моя помощница Наташа. Здравствуйте! Как шить трикотажные изделия, которые вы увидите в этом уроке, показано в наших курсах «Трикотаж» и «Платья, блузки и туники свободного силуэта». А в сегодняшнем уроке мы покажем только, как обработать горловину. Сейчас я покажу, как закрыть шов на горловине тремя разными способами. В первом варианте у нас будет обработка киперной лентой, когда горловина уже обработана рибаной. Во втором варианте мы будем обрабатывать бейкой из кулирки. Я ее вырезала в цвет рибаны, которая обработана горловина, но рибана только приметана, еще не пришита. И в третьем варианте мы обработаем бейкой из той же ткани, из которой шилось изделие, но уже с обработанной горловиной. Итак, закроем шов киперной лентой. Киперная лента у меня шириной 13 мм. Подворачиваю сразу хвостик вот так, чтобы он тоже спрятался у нас. Закрывать шов буду примерно от сгиба до сгиба на рукаве. Так как это рукав реглан, если бы здесь был вточной рукав, то я бы закрывала от плечевого до плечевого шва. Подгибаем хвостик и прикладываем к шву. Можно предварительно приметать, либо приколоть. Пришивать будем так, чтобы не захватить основное изделие. То есть свитшот отворачиваете, горловину прикладываем и пришиваем таким образом, чтобы лента немного прикрывала вот строчку пришивания. Можем отстрочить. Сделаем закрепку вначале. Стежок можно поставить помельче. Я где-то 2,5, думаю, будет достаточно. И пришиваем где-то в миллиметре от края, следя за тем, чтобы закрывался шов. Доходя до конца строчки, хвостик также подворачиваем. Я отметила себе булавочкой, докуда я буду строчить. Хвостик длинноват, я считаю. Немножко подрежу. Доворачиваю и застрачиваю. Также в конце сделаю закрепку. Вот так у нас должно получиться. Если киперная лента у вас узкая, то можно просто вот таким образом отвернуть и проложить здесь строчку также в край, закрывая шов. Но так как у меня киперная лента достаточно широкая, то я оберну ею припуск. Вот так. И затем уже отстрочу. Для начала приметаю. Когда будете приметывать, не растягивайте. Вот так у вас должно получиться. Аккуратно закрытый шов, а по спинке только одна строчка. Теперь обработаем горловину бейкой из той же ткани, что сшито изделие. У меня это кулирка. Я выкроила бейку шириной 2 сантиметра. И сейчас пришью ее. Закрывать шов будем от плечевого до плечевого шва. Подгибаем кончик бейки и прикладываем к припуску. Вот таким образом нам нужно приложить и пристрочить. Пристрачивать я буду вот с этой стороны, попадая в шов. Приметаю бейку в горловине, подвернула хвостик
И совмещая вот эти срезы, приметаю. Приметываю, складывая бейку и окантовку горловины лицом к лицу, потому что в дальнейшем наша бейка отвернется на эту сторону, чтобы она была лицом к нам. В конце также подворачиваю хвостик. И приметываю. Теперь можно построчить. Пристрочу, попадая в край оверлочной строчки. Делаю закрепочку в начале, в конце строчки. Я пристрочила бейку к горловине и на местах, где подворачивали кончики бейки, срезала их немного наискосок, чтобы они не мешали в дальнейшем пришивании. И сейчас вот этот припуск, именно только бейки, я немного подрежу, притом не трогая припуск горловины. Немного его подрежу для того, чтобы убрать толщину. Теперь отворачиваем бейку и оборачиваем припуск. Вот таким образом. И сейчас заметаю. Приметала бейку, подогнула и заметала ее. Теперь отворачиваю припуск на изделие и можно пристрочить в край. Следите, чтобы у вас здесь не было сборки и защипов. Вот такая горловина у нас получилась. Все закрыто, аккуратно. И по спинке также всего одна строчка. У меня ткань рябая, поэтому ее практически даже не видно. Теперь можно пойти и хорошенечко отутюжить шов. В третьем варианте у меня рибана еще не пришита к горловине, я ее только распределила и приметала. В момент, когда я буду пришивать рибану к горловине, я сразу пришью и бейку, которой закрою шов. Сейчас сразу на оверлоке покажу, как мы это будем делать. Закрывать мы будем задний шов по спинке от плечевого до плечевого шва, поэтому пришивать рибану начну с переда изделия. Дохожу до плечевого шва и останавливаюсь. Сюда же теперь буду прикладывать и бейку. Также подверну, как в предыдущих вариантах, край беечки и приложу. Если вы все-таки еще новичок в шитье и переживаете, что слои могут сместиться, то советую предварительно все-таки сметать. Теперь пришиваем бейку от плечевого шва до другого плечевого шва вместе с рибаной к горловине. Все аккуратненько расправляю и распределяю. Также пришиваю до следующего плечевого шва. Оставляю небольшой хвостик. И подворачиваю его.
Вот так у нас должно получиться. Пришили рибану вместе с беечкой. Теперь бейку так же, как и в предыдущих вариантах, отворачиваем на припуск, огибаем этот припуск и приметаем. Есть еще другой вариант, как можно сделать в данном случае. Я брала бейку шириной 2,5 сантиметра. Можно взять бейку пошире и пришить ее вот так, в двойное сложение. То есть вот так у вас будет выглядеть это. Затем отвернуть на изделие и закрыть припуск и сразу отстрочить, не оборачивая припуск. Я не стала так делать, потому что у меня по горловине пришита рибана, и если бы я еще бейку сюда пришила двойное сложение, то это было бы достаточно толстовато. Если вы обрабатываете горловину из той же ткани, например, от эскулирки, из которой вы шьете, то в данном случае можно будет сделать такой вариант. Тогда там такой толщины не будет. Приметала бейку к горловине, также отворачиваю припуск на изделие и можно пристрочить. Вот такие варианты обработки могут быть. Можете выбрать любой для себя подходящий. Уважаемые любители шитья, если понравился вам наш урок, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе наших новых видеоуроков. Всего доброго, до следующих встреч!